MMORPG, пожалуй, самый популярный жанр среди онлайн-игр. Ведь в этом жанре игроки могут завести новые знакомства, найти себе единомышленников, друзей и даже пару. Либо же просто с головой погрузиться в волшебный мир и насладиться его красотами и магией. Игр подобного жанра куча, на любой вкус и цвет. Однако есть одна, которая быстро вспыхнула как звезда. Мгновенно набрала большую аудиторию и завоевала сердца миллионов геймеров. Даже стала одной из лучших игр жанра ММО. И также внезапно и резко угасла, причем предали ее забвению сами же создатели, закрыв все официальные сервера по всему миру. Разработчики собственными руками убили свое творение под названием Terra Online. И все, что осталось от игры, это лишь ностальгические воспоминания, легенды и мифы о некой игре, которая когда-то существовала. Но даже несмотря на то, что игра официально мертва, у меня есть возможность не только рассказать вам про нее, но и показать замечательный мир Арбореи. Terra — это аббревиатура от The Exiled Realm of Arborea, что переводится как «Изгнанное царство Арборея». Была разработана южнокорейской компанией Krafton. Дебют игры в Корее состоялся в 2011 году, а в России, Украине и странах СНГ в 2015, аж через 4 года. Рассказывать про геймплей и возможности я не буду, поскольку они одинаковы для каждой онлайновой MMORPG. Различаются только названия рас, классов, хотя зачастую даже они одинаковые, игрового мира, локаций, экипировки и предметов. Но механики всегда одинаковые, так что не буду забирать ваше время рассказами о игровых возможностях. Я лишь расскажу, чем же Terra смогла зацепить свою аудиторию и выделиться на рынке ММО. Первое, на что мы всегда обращаем внимание, это картинка. И графика в Terra хороша. На момент релиза, конечно же. Если бы игра с такой графикой вышла сейчас, то у меня было бы к ней пара вопросов. Но в целом, даже сейчас графоний выглядит приятно. А для 2011-го такой графон в онлайн-РПГ это была бомба. Приятные пейзажи локаций, хорошо прорисованные персонажи, да и в целом неплохая детализация. Вторым цепляющим фактором была non-target система. Это сейчас все мы уже к ней привыкли, и она уже даже становится стандартной в онлайн-РПГ. Но тогда это было в новинку и считалось какой-то дикостью. Ведь все привыкли взять тело в таргет и не боялись развернуть камеру на 180 градусов смотреть в камень, а скиллы при этом все равно будут лететь куда надо. А тут так не прокатит. Нужно смотреть на своего врага и туда, куда ты швыряешь скиллы. Вот всем бы было интересно пощупать эту систему. Проверить на себе, как же она ощущается, мягко и приятно, как сиська в руках, или твердо и больно, как член в жопе. На самом деле ощущается как оба эти варианта. Потому что такая система внесла коррективы в жанр ММО и добавила элемент, который ранее был относительным в таких играх. Скилл игрока. Почему он был относительным? Да потому что всегда побеждает тот, у кого круче шмот и точка. Какой бы криворукий имбецил против тебя не играл, он все равно тебя вынесет, если его шмот лучше. Terra же дала возможность пряморуким игрокам себя проявить. Если у тебя руки из правильного места, то даже со шмотом хуже, чем у оппонента, ты сможешь победить. Ведь теперь твои вороты от способностей врага зависят напрямую от тебя и твоей реакции. Вовремя кувыркнулся в сторону, значит увернулся. А не так, как с таргетом, тебе в кабину летит фаербол, и увернешься ты или нет, решит рандом в виде процента на уклон от снаряжения. А в некоторых играх магия вообще никогда не промахивается. В них фаербол автоматически поджигает твое ебало и сраку одновременно от несправедливости. В общем, возможность побеждать в ПВП за счет скилла, а не шмота и точки, привлекла игроков. Разумеется, в разумных пределах. Если ты будешь в стартовом шмоте, а противник в финальном, то никакие прямые руки тебе не помогут. И третий аспект, который повлиял на хайп игры, это сюжет. Твоя доблесть в тылу отмечена, солдат. Тебе удалось спасти немало жизней, как воинов, так и мирных жителей, а также раскрыть заговор, угрожавший Валькионской Федерации. Тебе знакомо чувство долга. Поэтому от лица Валькионской Федерации я награждаю тебя званием Центуриона. Вперед! К победе! Встретить онлайновую MMORPG с интересным сюжетом, вдобавок с кат-сценами, да еще и с дубляжом практически невозможно. Даже сейчас. В Terra же это сделать получилось.
Не скажу, что сюжет прям мега невероятный, но в целом интересен. В основном из-за того, что периодически после выполнения сюжетных квестов нам показывают кат-сцены с озвучкой, но все же. Мне приказали охранять, пока не поднимется щит. Ты хороший воин, но скоро бог-демон Лок меня воскресит. Не надейся, что это победа! Будем откровенны, онлайновых ММО с кат-сценами и дубляжом практически нет. Довольно умный ход сделали разработчики. При помощи нон-таргет системы привлекли PvP игроков, дав возможность показать скилл. А при помощи сюжета привлекли PvE игроков, создав иллюзию того, что они проходят сингл-игру. И четвертый момент, который так очевиден, но почему-то его ни хрена нет почти ни в какой ММО. У каждой расы в Терре есть свои плюсы, минусы и особенности. Тут в целом много рас и классов, есть из чего выбрать, разнообразия много. Уже на стадии создания персонажа вам нужно продумать, как вы собираетесь играть. Будете вы ПВПшником, ПКшником, саппортом, крафтером, фармилой или педрилой, и под это дело подобрать себе выгодную расу с бонусами в этой области. Терра собрала вокруг себя огромную аудиторию фанатов. По данным на май 2017 года у игры было более 26 миллионов пользователей на ПК, и на май 2018 года 2 миллиона пользователей на игровых приставках. Но в один прекрасный день разработчики решили достать пипиндру и положить ее на лицо всем игрокам, объявив, что Терра закрывается по всему миру. И 30 июня 2022 года все официальные сервера проекта будут закрыты. Как отметили разработчики, они решили закрыть тайтл из-за того, что, цитирую, больше не могут предоставлять качественный контент, который бы отвечал требованиям игры и ожиданиям игроков. Они решили заняться созданием других проектов. Но игрокам было достаточно и того, что уже было в игре. Многие вон в Perfect World залипают, играют одними и теми же персонажами, ходят в одни и те же данжи и в целом 18 лет делают одно и то же, и им нормально. Зачем закрывать проект, мне непонятно. Обидно. Правда, обидно. Хорошая игра была. Надеюсь, мое видео хоть немного поможет Терре окончательно не кануть в забвение. Если тебе это видео было информативным и ты узнал про игру, о существовании которой раньше даже не подозревал, то поставь лайк. Ну или если ты играл в Терру и поностальгировал вместе со мной. Ну и конечно же подпишись на канал, если ты еще не подписан, и поделись этим видео с друзьями, чтобы они тоже узнали о погибшей легенде в мире MMORPG. Всем пока! Вот он, остров Зари! Теперь скучно не будет, скорее бы! Терпение, новичок. Чтобы не погубило первую экспедицию, оно смертельно опасно. Этот остров — кладбище. Ха! Кладбище для любого, кто решит со мной силой помериться! Ну, кто не трус? Я с тобой! Услышав про таинственный остров, что высится среди моря, я захотел сам его увидеть! Нужно всегда хотеть чего-то большего. Где таинственный остров, там древние сокровища. То есть место просто отличное. Клянусь титанами, остров-то огромный! Хватит болтать, новички. Спускайтесь сюда и за работу. За Федерацию.